Приветствую! В первой половине 1980-х годов, когда самыми популярными в Союзе кассетными магнитофонами были «Весна-205», «Романтик-306» и «Соната-212», музыку писали и слушали на таких вот японских компакт-кассетах TDK-D. Ну еще в моем городе продавали тогда Sony CHF, Bass LH-E1, Denon DX1, Agfa FE1 Ferrocolor HD и Maxell LN. Все с лентой первого типа. Выбор скромный, но все кассеты внешне были прекрасны и разнообразны, поэтому хотелось в своей коллекции иметь их все. Серию TDK Dynamic кассет производили с 1972 года взамен модели LN на токийском предприятии электронной и химической промышленности TDK. После 1972, 1975 и 1979 годов в 1982 году это уже четвертое поколение этой модели. Она явно отличалась дизайном корпуса кассеты, футляром для нее и вкладышем. И именно эта модель, как мне известно, изготавливалась уже не только в Японии, а также собиралась в Южной Корее и США. И именно с ностальгией по тем моим юным 1980-м я приобрел спустя 43 года в моем городе за 2500 российских рублей за обе компакт-кассеты TDK-D с хронометражем 90 минут и 60 минут. Оформление обеих кассет схожее, но кроме хронометража отличаются они также страной производства. Кассета на 90 минут изготовлена на заводе в Японии, о чем свидетельствуют соответствующие надписи на вкладыше, на наклейке кассеты и тиснение на футляре TDK Made in Japan. Кассета на 60 минут изготовлена из японских комплектующих, но собрана на предприятии Seihan Media в Республике Корея. Еще у нее на упаковке имеется штрих-код. Вся типография отпечатана в Японии, а в остальном они одинаковые. У меня есть уже вскрытая японская кассета TDK D90, а сегодня я извлеку из обертки корейско-японский экземпляр TDK D60. Упаковка натянута идеально, вскрываю. Футляр полноформатный, новый, такой чистенький. На нем имеется только тиснение просто TDK с логотипом. В комплекте кассета, вкладыш. Вкладыш выполнен из плотной бумаги и имеет полный отворот. С внутренней стороны много места под трек-лист. Вот такая оранжево-красная разлиновка на изгибе с надписями «Низкий шум», «Высокая производительность» и точный кассетный механизм сохранились в оформлении от двух предыдущих поколений. Это серия TDK-D. Вот так выглядит кассета. Корпус серого цвета, он разборный на 5 винтах. Фактура у него с мелкими складками под кожу. Здесь наклеена такая посеребристая, даже чуть-чуть металлизированная наклейка. Правда, какие-то снизу коцалки, как будто она уже не новая. Ну, бугры, коцалки, вот так зацепы какие-то. Внизу справа мелким шрифтом отмечено, что отпечатан он в Японии, как и вкладыш. В центре под окошком имеются выступающие риски разметки. Катушки белые с красными клипсами. Раккорд молочного цвета с красными полосками. Лента из зернистого оксида железа имеет светло-коричневый цвет с легким лаковым покрытием. Кстати, в механизме еще используются металлические оси роликов. Сверху имеется серийный номер с логотипом. Согласно ему AF-AC407. Код AF это как раз Южная Корея, Seihan Media. Далее 7 ABC марта в 1984 году изготовлена эта кассета. Вот такая серая невзрачная кассета, а дорога как память. И мне она симпатична. А сейчас оценю ленту в кассетной деке, согласно тому алгоритму, с которым я познакомил своих зрителей в прошлом моем видео. Ссылка на него будет на экране и в описании этого видеоролика. На тесте буду использовать кассетную деку Pioneer CT777. Недавно отремонтировал ее лентопротяжный механизм, менял мотор программной шестеренки. Пришлось его разбирать практически весь и смазывать. Перемотка. Отлично.
Зато получил знания о его функционале и опыт по его ремонту и обслуживанию. Сначала записываю синусоидальный сигнал частотой 400 Гц на эту ленту ТДКД, изготовленную в 1984 году, как я выяснил, с уровнем 0 дБ. На данном индикаторе со шкалой 160 нановибор на метр. И сравниваю со входным сигналом. 0 дБ подается на вход, 0 дБ пишется на эту ленту. В общем-то, калибровки не требуется, но откалибрую. В течение где-то в среднем 20 секунд происходит настройка, соответственно, BIOS, Level и эквализация. Еще раз проверяю сигналы на входе. 0 дБ. И при записи на ленту 0 дБ. И расширю диапазон на индикаторе. Далее регулировкой уровня записи поднимаю амплитуду низкочастотного сигнала до появления искажений при записи его на ленту. Так, и смотрю по осциллографу появление искажений, точнее, если форма сигнала отличается уже от идеальной синусоиды. Но вот по левому желтому каналу он как-то быстрее искажается, особенности ленты. В общем-то, где-то вот так я бы писал. И этот уровень плюс 5 дБ по индикатору этой деки в 160 нановибор на метр. В этом же положении регулятора уровня записи подаю на вход до кассетной деки высокочастотный сигнал со значением 10 кГц. Замечу, что в этом магнитофоне система динамического подмагничивания Dolby HX Pro включена постоянно. При этом сигнал частотой 10 кГц записывается на эту ленту с значением около 0 дБ. Да, и зафиксирую, что на эту ленту сигнал 10 кГц пишется под постоянным подергиванием. Таким образом, на амплитудно-частотной характеристике при таком уровне входного сигнала 400 Гц пишется с максимальным уровнем без искажений плюс 5 дБ, а сигнал 10 кГц с уровнем 0 дБ. При этом сигнал 20 кГц запишется на ленту с уровнем около минус 2 дБ. Теперь запишу при таком максимальном уровне, около плюс 5 дБ, один музыкальный фрагмент, чтобы оценить звучание на слух.
В итоге, в отличие от зажатого в своих локациях звучания инструментов в цифровом источнике, легкий шум ленты добавляет в акустическую атмосферу воздуха, тем самым расширяя пространство. При этом тарелочки звучат ярче и такой же крепкий бас. Но во всяком случае с записью этого блюза на акустических инструментах лента справилась, не растратив живого восприятия звуков. Хорошая лента даже спустя более 40 лет. Если интересно, то на моем канале ВКонтакте я позже опубликую видео с уже записанным материалом, для которого, собственно, я и распаковывал эту кассету. Ссылка будет в описании. На этом всего хорошего и до новых встреч. Пока!